Всем добрый вечер. Сегодня я хотел бы, как и обещал, выложить видео по кормлению индюшат с первого дня по возраст 1,5 месяца. Как я кормлю индюшат. И еще я хотел бы всех поблагодарить подписчиков и кто смотрит мой канал за то, что нас уже 500 человек. Я рад вам и буду стараться. Но я хочу рассказать не просто, чем кормлю и как кормлю. Я это характеризую как рацион, то есть совместное переплетение и содержания, и кормления, потому что одно без другого не может существовать. Итак, когда выводится индюшонок из яйца, первым делом мы его обязаны переложить в брудер, либо в коробку, что у вас есть, с температурой 35-37 градусов, не менее. Это очень важный фактор. Первые сутки индюшонок не ест ничего, хотя мы ставим сразу корм, потому что бывают индюшата задерживаются в яйце на сутки, и они практически через часов 5-6 могут начать поклев уже корма. Первые сутки преимущества они питаются желтком, который втянулся у них через пупок внутрь. Поэтому не переживайте, что они вялые, спят и не едят. Корм в первые сутки практически не потребляется индюшатами, но температура 35-37 градусов – это основополагающий фактор, который повлияет на дальнейшее развитие индюшонка в течение первых 2 недель, это точно. После того, как наступают первые и вторые сутки, индюшата начинают кушать. Корм я использую, и я рассчитываю, что многие заметили в моих видео уже корм и марку корма, которым я кормлю свою птицу. Я снимал не раз на кухне видео, и за моей спиной всегда стоял мешок пурины. Внимательные подписчики и подписчики групп в Одноклассниках и ВКонтакте, которые смотрели мои видео, они мне писали в личных сообщениях, уточняли, правильно ли они поняли, что я кормлю именно пуриной. Да, корм дороговат, да, 50 рублей килограмм, но он того стоит. Он считается сейчас самым лучшим кормом у нас в данный момент. Могут кто-то поспорить, но для меня этот корм сейчас является очень удачным приобретением для выращивания индюков. Да, я покупаю данный корм, потому что уже научен горьким опытом и пытался кормить самодельными кормами. И вводил яйцо, и вводил творог, и вводил зеленый лук, и репчатый лук, и морковь, и с манкой мешал это все. Ничего не происходило хорошего. И лапки искривлялись, и индюшата слабели, и к ним липли всякие простудные синуситы, и глазки у них там затекали и тому подобное. Температуру я тоже не придерживал правильной, то есть есть таблица содержания по температуре, по возрасту индюков. Вот так и надо содержать и не отклоняться от данных параметров. Корм самодельный. Если очень у кого-то хорошо получается, я рад. Но я понял, что только комбинированный корм проверенной марки. Я маркой Purina, раньше это был корм Провими для кроликов, покупал, кормил комбикормом тоже, потому что это комплексный корм,
который содержит в себе все микро, макро, витамины, белки, жиры, углеводы. И я не забиваю голову, я не кладу практически никаких подкорм к индюкам. Почему? Потому что все есть в корме. Да, с возраста недели я начинаю вводить ракушку. Да, я как лакомство им ввожу немного зеленого лука. Почему немного? Большое количество вызывает жажду, что увеличивает потребление воды. Соответственно, они начинают больше есть корма, что может привести к небольшому ожирению, а возможно и большому. А это может отразиться на их устойчивости на лапах. То есть они будут расти быстрее, чем формируется костяк и формируются суставы ног. Возможно искривление ног, потому что индюшата будут тяжелые. Пищеварение будет нарушаться, ускоряться, если кормить очень много зеленым луком, и причем если кормить его в ночь. Индюшата нормально спать не будут, их будет постоянно мучить жажда. А если вы выключаете свет всегда на ночь, что делать тоже нежелательно, в течение 2 недель я не выключаю индюшатам свет вообще круглосуточно, он горит. Если тепло и после 2 суток я могу выключать верхний свет, оставляю электромамку, которая как бра все равно освещает птичник, брудер, и они могут встать спокойно, подойти попить, покушать, когда им захочется, потому что корм должен быть всегда доступен. Недостаток самодельного корма. Недостаток самодельного корма заключается в том, что и яйцо, и творог, и разные мешанки на кисломолочных, на сыворотках, на яйце, они быстро пропадают. Если птенец не съест, а вам будет некогда просто-напросто убрать этот корм, он останется, полежит час-два, в нем начнут развиваться патогенные микроорганизмы, которые, безусловно, приведут к расстройству желудка, и потом вам придется лечить, пропаивать. И вы будете пичкать индюшонка всем, чем не нужно. А нужно всего лишь было положить в кормушку корм сухой, и птенец ел, и ему не нужны прикормки. Я иногда бросаю им ряску. У меня ряска всегда лежит здесь. Вот, пожалуйста. Вот такой пакетик. Здесь сушеная ряска. Я им иногда бросаю покушать. Иногда зеленый лук, как уже говорил, добавляю им в корм. Комбинированный корм от Purina содержит все, что необходимо индюшатам. Они у меня даже прикормку не едят. Я иногда кладу зеленый лук, они его не едят, они сыты. Больше, чем нужно, они не съедят. Все, что останется в кормушке, не пропадает, так как корм сухой. И его очень удобно использовать. Они много его не съедают, они не переедают, так как корм всегда в доступности. Поэтому соблюдайте правила по температуре. Температура по таблице, которую я разместил в видео. Есть у меня в группе, пожалуйста, вы ее можете посмотреть. Обязательно соблюдайте освещение. Не выключайте свет им на ночь первую неделю-две. Пусть горит свет хотя бы в виде электромамки и либо небольшой лампочки там в 30 Вт. Потому что они должны в свободное время кушать. Тогда они будут развиваться нормально. Соблюдайте закрытость брудера от сквозняков, защищенность. Старайтесь не сочувствовать им, что они едят только комбикорм, и давать им творог, яйцо, много зеленого лука. Не надо им давать сразу морковку, не давайте им сразу капусту. Не нужно этого делать. Достаточно комбикорма. Они прекрасно растут. До месяца у меня на комбикорме. С 2 недель я потихонечку начинаю вводить туда
дробленую отсев пшеницы. Я покупаю с мельницы. Она как дробленая пшеница практически получается. Вот такой отсев я добавляю им в комбикорм. И они его потихонечку начинают к нему привыкать. И начинают его поедать. Я потихонечку им начинаю вводить ракушку. Чуть по чуть с одной недели, с 2 недель я ввожу им ракушку по небольшой объем. Что я хотел сказать далее. Многие спрашивают: Андрей, чем вы пропаиваете индюшат? Я думаю, не совру, и многие отпишутся в комментариях, что я говорю. Помимо того, что я многим уже сказал, чем я кормлю и какой маркой, и многие уже к выводку индюшат запаслись кормом Пурины, и они говорили, что да, есть. Многие говорили, есть Богданович корм, есть еще какие-то корма у нас в Волгоградской области, фабрики. Пожалуйста, если вы не можете приобрести корм данной марки, что вообще-то не так. Во многих городах, практически по всей стране, есть филиалы. И когда мне говорят, что не могут найти данный корм у себя в регионе, я иногда по возможности сам захожу в интернет и просматриваю, подсказываю людям адреса, где они могут приобрести у себя в городе корм. Пожалуйста, огромное количество городов, областей, где есть представительство данного магазина, где есть представительство данного завода, марки кормов, всегда можно выбрать. Вот в нашей Волгоградской области, пожалуйста, везде. Не поленитесь, зайдите в интернет, посмотрите, где продается корм. Его можно купить в россыпь. Если у вас первая партия, вы только пробуете индюшат, купили 5 или 10 штук, вы можете купить килограммами, 3-4 килограмма. Если для вас дорого, вы можете приобрести небольшую партию, но добавлять туда немного дробленой кукурузы или пшеницы. Конечно, вы разбалансируете комбикорм, но хотя бы птица будет получать необходимые микро-макроэлементы, белки, незаменимые аминокислоты, которые содержатся в данном корме. И что я хотел сказать по пропойке. Я всем отвечаю, только с первых дней ундевит. 1 дрожжи на 0,8, 1 литр. И не дадут мне соврать. Многие, кому я это советовал, я думаю, в комментариях подпишутся. Не нужны антибиотики. Это моя принципиальная позиция. Птенец, вышедший из яйца, является стерильным сам по себе. Он не болен. Если яйцо правильно хранилось, и птенец вывелся здоровеньким, активным, он будет есть хороший корм, в котором есть коксидостатики, в котором есть все минеральные вещества, витамины, белки, будет расти и формироваться здоровым. Для чего его поить сразу антибиотиком? Антибиотик – это не вакцина, которая помогает сформировать иммунитет к определенным заболеваниям. Антибиотик – это лекарственное средство, которое помогает вылечиться уже больной птице или больному также человеку. Вы же детей не пропаиваете антибиотиками на ежедневной основе, пока они растут? Я думаю, нет. Также и с птицей, ее пропаивать не надо. Это фабрики, огромные фабрики, которым некогда к каждому птенчику подойти и спросить: ну как ты себя чувствуешь, птенчик? Мы же это можем сделать.
И мы следим каждый день за их состоянием. Фабрики распыляют, они не добавляют в воду уже. Идет распыление всех этих антибиотиков по цехам, по батареям, где стоят куры, индюки и тому подобное. Не надо пичкать лекарствами ненужными птицу. Прекрасно у меня растут они. Если вывелся индюшонок без патологий, либо мы подняли его, у него был шпагатик, он встал нормально, не ушел в утиль, ундевит, комбикорм, больше ничего не нужно. До месяца комбикорм с небольшой подкормкой уже пшеницы дробленой или кукурузы. Кукурузу я, кстати, тоже покупаю в магазине дробленую просто-напросто. Не дроблю сам ни в какой кофемолке. Как я на одном канале смотрел, хороших урожаев, секрет хороших урожаев, по-моему. Кто-то спрашивал, можно ли на кофемолке. Можно купить в магазине дробленую уже кукурузу. Крупу. Крупа пшеницы, крупа кукурузы добавляется со второй недели, потихонечку вводится в комбикорм. Птица его ест прекрасно, пьет воду с эндовитом. С утра витамины, вечером чистая вода. Все, птица растет шикарно. Вы видели, я взвешивал птицу свою, и она соответствует практически таблице по размерам веса Big 6. Хотя у меня обычные черные бронзы с помесью там белых, потому что выстреливают белые индюшата. Так что температура, правильное кормление хорошим кормом. Не можете найти корм марки, которую кормлю я, Purina, для индюков и перепелов, который содержит все необходимые вещества. Приобретайте специализированные корма именно для индюков, потому что по составу, по белкам, по клетчатке и по сырому протеину и по всем показателям он должен быть более насыщенным, чем куриный или для бройлеров. Пожалуйста, не кормите подрастающую птицу свиным комбикормом. Это не выход из ситуации. Птица у вас быстрее вес не наберет. Об этом я тоже уже проговаривал в одном из видео. С месяца я понемножку перевожу птицу, птичник общий, но в отгородку. Вы это тоже видели в моем видео. Начинаю вводить мешанки, перемешивая, смешивая с комбикормом, потому что птица уже должна привыкать к моему корму. Да, я не буду кормить после 1,5 месяцев индюшат чистым комбикормом, который я им ввожу с самого первого дня. Но я немножко буду им добавлять и плавно его выводить из рациона, потому что кормить на постоянной основе дороговато. Я не скрываю это. Но для старта, для того, чтобы заложить хороший фундамент здоровья птицы, прокормите месяц хотя бы 1,5 с добавлением комбикорма. До месяца комбикормом, до 2 недель только комбикормом, без всяких добавок. Не жалейте птицу, ей вкусно. И будет у вас хорошее потомство. Всего хорошего. В ссылке под видео вы найдете официальный сайт Purina. Я его всем рекомендую. Когда у меня покупают яйцо, птенцов, я сразу говорю, что и цыплят, и утят я буду кормить Puriной и именно индюшиным. Это самый полнорационный корм. Пусть жирно, зато птица будет здоровая. В ссылке вы смотрите официальный сайт. Там есть точки, где вы можете приобрести данный корм. Не экспериментируйте. Это будет вам дороже. Вы можете потерять птицу. Либо она будет жива у вас, но отставать в росте. В худшем случае будет искривление ног, слабое здоровье, что приведет к тому, что начнут они быстро
цеплять кокцидиоз и другие болячки и погибать, не вырастая даже до 2 месяцев. Всем удачи! Скоро я буду взвешивать своих индюков, им будет 2 месяца уже. Проверим, насколько они соответствуют таблице по породе индюков Big 6. Всего хорошего, подписывайтесь на мой канал, я обязательно буду выкладывать все отчеты не только о птице, но и о своем саде. Пока вы смотрите, пока я снимал это видео, я выложил про покупки по кустарникам. Всего хорошего, удачи вам, хороших урожаев по птице и в саду.